Всем привет, друзья! Сегодня у нас обзор Навара. Рассмотрим все скиллы, где и как они применимы. Поговорим об астрале и вещах, наиболее подходящих для этого класса. Все это я подготовил в лучшем виде для вас, а вы подготовьте чаек, потому что видос будет долгим. Приятного просмотра. Начнем с сильных сторон. Прежде всего, это персонаж ближнего боя с физическим уроном, поэтому основной стат – прочность. Самая главная сильная сторона – это врожденный берсерк, который открывает возможность выбора второго мастерства, будь то лучник, тот же воин или паладин. Из слабых сторон отметил бы то, что у персонажа очень низкий показатель магической защиты и частая поломка шмота, как и у любого милишника. Кстати, что касательно магической защиты, то в ситуации с лучником такая же проблема, но там мы можем это немножечко компенсировать, вливая острие в кольца и амулет. Здесь же мы будем вливать в основном Леонидас, потому нам будет больше не хватать данного стата. Но у нас есть один плюс в скиллах, об этом чуть позже. Так, давайте поговорим по основным статам. Смотрите, здесь я рекомендую поначалу качать заловаки все в интеллект, потому как интеллект дает и магическое сопротивление, и ману, и ее регенерацию, а маны нам катастрофически не хватает, особенно поначалу. Да, в дальнейшем мы это все дело можем скинуть, если вам не понравится так использовать, то есть вот таким вот камнем памяти. Вот. А в астрале же мы уже там раскачаем силу и так далее. То есть здесь можно даже баланс держать, можно немножко вкидывать в интеллект, можно чуть-чуть в прочность. Но я рекомендую вообще сразу все в интеллект вкидывать, пока у вас уже не будет скилл не использовать ману. То есть чтобы у вас она бесконечная была, потому что вам ее будет не хватать. Далее мы будем рассматривать детально все скиллы. Все вот так по очереди и рассмотрим. Смотрите, сначала у вас появляется мощный удар. Вы его, в принципе, прокачиваете только для того, чтобы как бы пройти исследование дальше. Как он работает? Вот это в ближнем бою простой удар, вот такой вот, по одному мобу. Следующий скилл у вас развертка. Для начала, в принципе, неплохой скилл. Объясню почему. Потому что он массовый. Вначале можно пользоваться, но качать больше единицы не стоит его. Вот так он работает. Следующий скилл. Это заряд. Заряд — это наш, так скажем, основной скилл, который пригодится для того, чтобы быстрее проходить локации. Вот так он работает. Проносимся сквозь мобов и в нужном направлении, главное направлять перса. Следующий скилл — это вращающиеся щиты. Вот на этом скилле остановимся поподробнее. Что же он делает? Время зарядки 0,7, при прокачке 35. Ну, то есть, в принципе, это максимальная прокачка, можно выше, там 70, там еще меньше будет. И скорость отжима здесь, это скорость вращения. То есть мы, когда его ставим, вокруг нас начинают щиты бегать. От чего это нас защищает? Вот мы посмотрим. Когда у нас дальний бой плюет, щит отбивает и восстанавливается через 0,7 секунд. То есть это нам дает своеобразную защиту от дальних атак, от магов. То есть в этом плане мы даже круче, чем все остальные, потому что мы полностью защищаемся. Да, если мобов будет порядка 20 плевать в нас, то нас пробьют. Но вот, допустим, от 4 это будет защищать. На 70 уровне там будет вообще просто космическая прокачка щитов. Они будут вращаться безумно быстро и также быстро восстанавливаться. Поэтому этот скилл должен стоять у вас обязательно. Поехали дальше. Дальше у нас жертвовать. Это по сути скилл, который нас коцает, но наносит большой урон. Тоже не главный. Нам такой, мы его использовать не будем, мы его будем прокачивать для того, чтобы остальные скиллы апнуть. Далее, каменная кожа. Бонус к броне. Выкачиваем на максимум. Поднимает наш стат против милишников, а также против крала. Далее, скилл выкуп. Это аура, которую мы ставим
И она нам помогает отхилить ману и хп, в зависимости от прокачки. Вот видите, зеленый шарик летит, хоп, влетел, ману восстановил, хп восстановил. Опять летят два шарика за убийство мобов. В принципе, для начала очень хороший скилл, который неплохо нам даст и жизни, и маны. В принципе, тогда можно и интеллект не качать. Ну, я бы не рекомендовал на него сильно надеяться, потому что он все-таки занимает слот. Следующий, это двойная атака. Для многих это самый топовый сейчас скилл на Вара. Двойная атака, то есть вместо одного удара мы делаем два, как видите. Хоп-хоп. В чем плюс? Этот скилл самый быстро разгоняет берсерк у нас. С ним, с берсом, проблема у Вара разогнать. То есть дальше мы пойдем на вертелку, ей разогнать его очень сложно. А тут мы видим, что и урон неплохой у этого скилла. И в принципе толпы он раскидывает неплохо. Соберем вот мобов побольше и увидим, как он разбрасывает. Потому что даже я считаю, что он не идеален для Вара, так как толпы не раскидывает. Вот мы видим, что в принципе достаточно быстро разгромил всю эту толпу. И также разогнал неплохо нам берсерк. Следующий скилл это сам берс. То есть за каждый стак увеличивает нам атаку, скорость атаки, скорость бега. Вот мы видим, у нас 52 стака, ну 50, урон 14 б. Вот если мы, допустим, сейчас скинем до нуля, то урон у нас 11 б. То есть хорошо увеличивает урон. Следующий молоток. Тоже один из наилучших скиллов для Вара, на мой взгляд. Я буду пытаться через него строить билд. То есть видим, что бьет он больше, чем, собственно, двойная атака. Бьет он по области. Как видим, толпу он раскидывает гораздо шустрее. Ну и как бы урона у него гораздо больше. То есть здесь 4000%. Ну, он чуть больше прокачан, да. Здесь 2000. Ну, будем смотреть в топе. Каждый из вас, когда будет прокачивать Вара, вы для себя решите по-своему. Но он также неплохо берс разгоняет. Ну, для этого нужно побольше мобов. Поехали дальше. Дальше у нас вихрь. Вихрь, который после обновы нам очень сильно порезали. Раньше его можно было нажимать. Теперь он имеет КД. То есть раньше можно было вот просто нажимать, и урона, ну, так вот тык-тык-тык-тык по экрану прям. И урона было бы очень много. Как сейчас видим, он бьет плюс-минус так же, как двойная атака, но у него есть один минус. Он не разгоняет, ну, точнее, слабо разгоняет берс. Конечно, да, у него есть плюсы для фарма, это самый крутой скилл. То есть вы зажали кнопку, и вам не надо вообще больше ничего делать. Вы просто управляете крестиком, ну, своим персонажем. Да, там, чтобы пролететь локу, можно поиспользовать. В общем, по скиллам все. Поехали дальше в астрал. Так, 6-й круг у меня здесь пока не открыт, но там все стандартно. Мы качаем ему силу на максимум. А теперь пойдем с первым. Первый круг мы тоже выкачиваем силу 15625. Второй круг, основное, это критическое повреждение на 100%. Как дополнительное можно волшебную находку прокачивать. В третьем кругу уже поинтереснее у нас будет. Если же мы хотим прокачать либо молоток, либо же вихрь, то мы выкачиваем вот то, что выкачано у меня. Все умения АОЕ мили. Если же мы играем через двойную атаку, то это Single Target мили. То есть нам нужно тогда будет выкачивать немножечко другой скилл. Вот этот Single Target мили. Также Single Target мили прокачает вам еще и берс. Я бы тут рекомендовал прокачать два в третьем кругу. И АОЕ мили, и Single Target мили. Для чего? АОЕ на фарм, то есть если вы бегаете с булавой и... с молотком, скилл молоток и вихрь используете, то вы юзаете вот это. Если вы там играете через двойную атаку, вы включаете Single Target мили, и у вас апается также берс, что бустит ваш урон. В следующем кругу мы прокачиваем
данные мастерства, то есть меч, булава, топор, лук, алебарда, арбалет увеличиваете себе до 72,5% физический урон. Так, в пятом кругу у вас будет выбор либо вот данный скилл, если вы играете с булавой и через второе мастерство паладина, чуть позже об этом. Все активные умения на 5 у вас увеличатся. Активные умения это у нас, давайте вот смотреть, прокачается мощный удар, развертка. Для чего это все говорю, сейчас поймете. Заряд, жертвовать, двойная атака, молоток и завихрение, наша крутелка. Ну, так как скиллы у нас связаны, и, допустим, двойную атаку качает, жертвовать, мощный удар, неистовство, то есть, в принципе, нам все это взаимосвязано и прокачивает. Вот, и также мы на 5 увеличим наши даже основные скиллы, тот же двойную атаку, тот же завихрение, тот же молоток, если мы их используем. Вот, если же вы играете через меч, то вам нужен вот этот вот скилл, который увеличивает все умения Single Target также до 5. Single Target это у нас мощный удар, вращающиеся щиты, простите, пожалуйста. Потом жертва, это неинтересно, каменная кожа, двойная атака и берс. Вот такой вот у нас выбор. Да, в дополнение еще про пятый круг скажу, если вот этот скилл качать, они просто увеличивают все умения мили на 3. Да, это слабее, чем предыдущие 2 на 5, но здесь прокачаются все, что и в Single Target мили, ну, также еще прокачается развертка, завихрение, молоток, то есть тоже наши одни из основных скиллов. 2. Завихрение, молоток. Вот такое вот дополнение по астралу. Давайте разбираться, что касательно второго мастерства. У меня стоит паладин для того, чтобы изучить мастерство булавы, которое увеличивает сильно наш урон. Вот. И также в астрале я тоже качаю в 4 кругу физический ущерб, но в принципе он и на меч, и на булаву распространяется. Ну вот. И бегаю я с булавой утреннее солнце. Альтернатив на самом деле очень много, просто это еще дает дополнительно к мастерству булавы. Но о шмоте чуть позже. Вот, и здесь два варианта. Либо вы играете вар, и тогда у вас сильнее прокачивается берс, завихрение, молоток, двойная атака, все через что вы играете. Либо же вы играете, как и я, через палыча и увеличится урон на 108%. Это очень много. То есть для того, чтобы сравнить, я его скинуть не могу, конечно же. Ну, точнее могу, но просто-напросто не буду, потому что это дорого стоит. Вот. Но я рекомендую пробовать самим, что для вас будет лучше. Булав на самом деле очень много. Здесь еще я тоже хочу показать сразу, если вы, допустим, будете играть через молоток, а не двойную атаку, то я бы вам порекомендовал сразу запастись вот такими булавами, которые дают 7 к молотку и 2 жертвовать. Насколько это профитно, я пока собираю, вы видите. По шмоту. Начнем с головы. Здесь золотая корона, это прям супер-пупер будет. 2 для всех способностей, плюс 2 к молотку и 5% прочности. Вливаем сюда пыл Леонидаса. Если вам нужно побольше физической защиты, то оба предмета точим на 40. И вливаем друг в друга. Ну, либо там точим на 40 пыл Леонидаса, вливаем в корону и точим до 40, опять же. Так будет больше физической защиты. Ну, остальные статы останутся на таком же уровне. По амулету. Амулет у нас будет военная печать. Дает 2 для всех способностей воин, 10% до физического ущерба. Это на самом деле очень много. А вливаем мы в военную печать пыл Леонидаса, который дает плюс 4 ко всем статам воина. Кольца у нас 2 кольца будет бремя проклятых, которые увеличивают физический урон на 25%.
И в них вливаем мы убийцы драконов, луки убийцы драконов, для того, чтобы увеличить шанс крита и мощность, собственно, крита. Так, давайте по оружию. Оружие я первое время буду ходить с утренним солнцем, и сюда влит УД. То есть 3 УД уже есть, 2 кольца, и вот сюда УД влит. И здесь на ваш выбор. Вы также можете использовать меч, ну, если вы не играете через второе мастерство Палыча, то вы можете Королеву Клинков, это очень хороший меч, плюс 2 для всех способностей воин, скорость атаки увеличит, прочность, сноровку, то есть все, что в принципе нам надо. И тоже вливаем в него убийцу драконов. В этом случае мы тоже точим 2 предмета до 40. Кстати, про кольца, если мы вставляем туда УД, точить УД до 40 не надо, просто вливаем, потом уже точим кольца. Далее щит. Щит у нас будет знак баланса, который апает плюс 2, плюс 1 ко всем способностям воина, плюс 4 к двойной атаке. Это очень хороший шмот для тех, кто пользуется двойной атакой. Чем хорош еще этот щит, это скоростью атаки. При заточке на 40, вот он дает 38 скорости атаки, это очень сильно бустит наш урон. В него также вливаем пыл Леонидаса. Если мы хотим опять же побольше физической защиты, то точим оба предмета на 40. Броня. Вот броня, расхождения немножко мнений идут у людей, и я вам расскажу про 2 варианта. Первый вариант — это клетка Темного Лорда плюс пыл Леонидаса. Ну, пыл Леонидаса вливаем в клетку Темного Лорда, либо наоборот. Если нужно, опять же, побольше физической защиты, то точим оба предмета на 40, вливаем друг в друга, одеваем. То есть клетка Темного Лорда на 100% наш физический ущерб апает. Это круто, на мой взгляд. Как альтернатива, это пыл Леонидаса плюс пыл Леонидаса. Многие до сих пор считают, что так лучше. Я пока не испытал. Вы, если испытали, либо как будете делать, обязательно пишите об этом в комментариях, потому как я почему-то думаю, что все-таки лучше будет клетка Темного Лорда плюс пыл Леонидаса. Хотя проверим на практике, поэтому следите за моим каналом, кстати, подписывайтесь обязательно, лайки ставьте, если вам понравилось. Ну, а мы продолжаем. Что касательно камней, основные камни у него будут красные. Ну и, естественно, для того, чтобы магическое сопротивление у вас было хоть сколько-то, вам придется вставлять еще и белые камни. Но здесь уже по своему усмотрению, то есть если видите, что не хватает магического сопротивления, вставляйте белые. Ну, если вы там уже на прохождение идете. Если же, в принципе, хватает, то вставляете full красный и идете с максимальной атакой выбивать там крала. Ну, на крала мы знаем, что нам, в принципе, магическое сопротивление не особо нужно. В конце хочется добавить, многие считают, в принципе, как и я, что вар — это лучший перс для фарма. И здесь я соглашусь по нескольким причинам. Первое, да, у него есть щит, это дополнительные желтые камни. Второе, за счет вертушки, вот этой вертелки, которой я бегаю, он может без остановки убивать мобов. И не надо ничего останавливаться, не надо стрелять, что-то там, сделать пару выстрелов, побежал дальше. Да, они там маг сильнее бьет и лучник, но вот здесь очень удобно за счет того, что не надо ничего нажимать, по сути взял, нажал и крутишься. То есть конкретно для фарма это очень удобно. Да, но луки ему не падают особо, поэтому УД нам придется все равно лучниками доставать. В общем, надеюсь, вам понравилось. Вот таким вот получился этот видос. Если действительно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачного лута. Пока.